Я хочу поговорить вот про вот эти дополнительные руны, как их ставить и что лучше. Давайте пойдем по рядам и начнем с первого. Тут у нас адаптивная сила, скорость атаки и хоста. Скорее всего, если вы играете ниже платины, то вы выбираете между адаптивкой и скоростью атаки. В большинстве случаев выбирается адаптивка. Но есть такие герои, которые завязаны на автоатаке, и им нужна скорость атаки. В любом другом случае вы выбираете адаптивку. Это наиболее эффективный для подъема в этой ветке талант. И естественно хоста, она скорее всего берется для саппортов, потому что у них, например, у Жанны, да, щиток на 60 или на 66, им важнее, чтобы он просто был, то есть чаще его использовать. Также есть исключение типа Вейгера, которому нужно стагаться, и ему нужна эта руна. Или еще часто берут Заку, по аналогии как и с Жанной. Он идет в танка, и от него просто способности нужны и танковать, и сустейниться от своих соплей. Мы переходим ко второму ряду, и у нас тут два варианта. Либо мы переходим к Adaptive Force, либо мы выбираем физическую защиту, либо магическую защиту. То есть два варианта. Опять же, в большинстве случаев, если вы просто поднимаетесь, вы не танк, то вам скорее всего нужна будет адаптивка. Каким-нибудь милишником, который часто танкует, либо просто танком, то тоже можно подумать про вот эти вот таланты. Давайте перейдем к последнему ряду, и у нас тут ХП, физическая и магическая защита. В большинстве случаев вы должны выбирать либо физическую, либо магическую защиту. Все зависит от того, кто против вас играет, какой оппонент на линии. Также, если там смешанный урон, можно взять и ХП. Давайте пробежимся по основным билдам. В большинстве случаев люди используют вот эти два билда. То есть мы берем адаптив плюс физическая, либо магическая защита, смотря кто у вас на линии. Это у нас идет, если кто-то, например, завязан на автоатаках. Далее может быть что-то похожее, типа такого, либо вот такого, где смешанный урон, да. Это тоже кто завязан на автоатаках, но хочет пойти в танка такого. И, например, я видел, что Триндав такой же идет в билд. Например, Жанна идет вот с такими рунами, потому что, скорее всего, будет AD-керри, так что мы армор взяли. И ХП, если там будет маг, то это будет как бы сразу против двоих, но и AD-керри. Так что может проскочить либо такое, допустим, я вот так играл на насосе. Меня тупо было не пробить, если я правильные руны ставил. Надеюсь, вам стало попонятнее, спасибо за поддержку, у меня на этом все, удачи!